Всем привет! Эта тема при верном рассмотрении и углублении во все детали должна помочь обучающимся игре на фортепиано самостоятельно и стремящихся к профессионализму, помочь изменить подход, саму философию работы над произведением. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Скажу сразу, что работа над музыкальным произведением состоит из подготовительных этапов и итогового выступления, которое констатирует факт, показывает реальный результат работы. И у вас есть, грубо говоря, один шанс произвести впечатление. Каждый этап имеет свою цель и состоит из определенных операций. Я уже снимала подобное видео, похожее лишь по названию, в котором я выделяла 4 этапа работы над произведением по Гофману. Но сегодня я расскажу о другом, о философской составляющей, более тонких деталях, на которые вам необходимо, точнее желательно, обращать все же свое внимание. Тогда подход может и в корне изменить результат. Успешность профессиональной деятельности исполнителя во многом зависит от того, насколько верно он представляет себе закономерности работы, то есть насколько верно он понимает суть этих этапов, то есть что нужно делать, и от этого будет реальный толк, а что просто переливание из пустого в порожнее. Однако понимание сути задач еще не означает их решение. Так заведено, что решение проблемы основано главным образом на интуиции музыкантов, их музыкальной эрудиции и подготовленности. Нередко имеют место случаи, когда, рекомендуя студенту тот или иной путь решения конкретной задачи, педагог исходит только из представления того, как он сам бы решил ее, то есть только из собственных особенностей. При таком подходе со временем вырабатываются определенные шаблоны, которые применяются педагогом ко всем студентам подряд и фактически не учитывают их индивидуальных особенностей. К этому следует добавить, что эта проблема усугубляется и вовсе отсутствием адекватных критериев решения исполнительских задач у некоторых педагогов. Но это действительно сложно, потому что никогда не знаешь точно, что может помочь пациенту. Об этом свидетельствует и масса разночтений в методах работы над одним и тем же произведением, к примеру. Итак, этап первый. Например, при работе над пьесой «Тюильрийский сад» из картинок с выставки Мусоргского полезно познакомиться с материалами, дающими представление о костюмах, манерах, о нравах французской аристократии второй половины XIX века. Посмотреть картину художника Гартмана, послужившую поводом для создания данной музыкальной пьесы, поинтересоваться особенностями архитектурных ансамблей французских дворцовых садов и так далее. На следующем этапе происходит непосредственное формирование мысленного образа, переход накопленного количества информации в новое качество. Либо вы можете выдвинуть гипотезу о содержании этого образа. Гипотезы же следует выдвигать на основе собственных представлений, того, что вы вычитали о композиторе и моменте написания этого произведения, названий, в конце концов, творческого воображения и так далее. Как выдвигать гипотезы? Подсказка может быть в самом названии. Классическим примером образов, полученных с помощью гипотез, являются, например, русалки, драконы, кентавры. Подобного рода сказочные персонажи изображены в сказках Метнера, «Русалки» Даргомышского, «Мефистофельсе» Листа и многих других музыкальных произведениях. В творчестве многих композиторов широко используется звукоподражание. Пению птиц, например, жужжанию насекомых, звуком ветра. Пародийность. В результате использования этого приема получается образ карикатура, то есть пародия. Этот прием часто используется композиторами для создания образов скерцозного, а иногда и саркастического плана. От степени акцентирования, например, зависит переход шутливого образа к сарказму, к обличению пороков, например, в «Двух евреях» Мусоргского и так далее. Преувеличение или преуменьшение, например, в образе маленьких человечков в хороводе гномов, своеобразной фигурки кикиморы и так далее. Прием преувеличения используется и в полифонических произведениях, где тема порой увеличивается в своей протяженности в 2 и даже в 4 раза. Тип характера.
Например, в картине «Нашествие» из 7-й симфонии Шостаковича. Здесь передан не единичный образ гитлеровского солдата, а обобщенный образ фашистского нашествия. С помощью показа характера созданы образы и многих оперных героев – Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло, Ивана Сусанина и так далее. Второй этап работы над музыкальным произведением – это работа над деталями. При работе над деталями музыкального произведения исполнитель сталкивается с необходимостью преодоления различного рода сложностей. И разным людям можно посоветовать разные методы работы. Определенного подхода требуют люди с эмоциональным складом ума. При таком взгляде полиритмическое сочетание звуков произведения относится к разновидностям ритмических рисунков, поэтому адекватное восприятие и решение полиритмических задач должно производиться на уровне математических способностей. Однако и в этом случае двигательный образ обязательно должен быть взаимосвязан с эмоционально-слуховыми, чувственными, фантазийными представлениями этого полиритмического рисунка. Потому что у многих исполнителей этой категории лучше развит именно музыкальный слух в сочетании с эмоциональной отзывчивостью на музыку. И музыкантам легче опираться главным образом не на двигательные, а именно на эмоционально-слуховые ощущения. Несомненную пользу здесь приносят всяческого рода метафоры, то есть образные сравнения, как вы поняли. Большую роль играет и высокохудожественный показ фрагмента, если есть такая возможность. Важна подача этого фрагмента. Просто прослушивание в аудиоформате не всегда точно передает живое общение и живую искру. В принципе, это отдельная тема видео об эмоциональном тоне занятий, об атмосфере, о насыщенности впечатлений во время урока. Ведь педагог – это хорошо, а хороший педагог – это еще лучше. При подготовке такого исполнителя к выступлению сценическое самовыражение зависит от эмоционального контакта с преподавателем и его нашпигованности всеми этими эмоциональными зарядами. Видимо, поэтому педагоги так быстро стареют, они отдают слишком много, не всегда получая взамен или не с той силой. Иного подхода требуют люди с преобладанием логического склада ума. В работе с ними большое внимание уделяют приемам, способствующим формированию детально продуманной структуры интерпретации. И особую важность в этом отношении имеет детальный анализ музыкальной формы, в том числе и в графическом варианте на бумаге, различные схемы, диаграммы произведений и так далее. Теоретический анализ особенностей жанра, стиля композитора, фактуры, гармонии, динамики и так далее. Это в идеале. Становление и изменение интерпретации у такого исполнителя происходит медленно и поэтапно. Здесь целесообразна четкая регламентация динамических и даже агогических нюансов педагогом, если вы занимаетесь с ним. То есть взять аккорд на 2, поддержать до 4, снять на 5, 6, 7 и так далее. В сочетании с установкой. Не изменять эту интерпретацию, к которой мы пришли во время занятий, на время выступления, несмотря ни на что. И такой исполнитель, как уже запрограммированный робот, это всегда надежно. По крайней мере. Конечно, я понимаю, что между этими крайними представителями находится масса музыкантов, у которых соотношение образно-эмоционального и логического мышления не носит столь полярный характер. Поэтому при практическом использовании данных рекомендаций необходимо исходить из реального музыкального мышления того или иного человека. Далее. В связи с объективными техническими трудностями исполнитель обычно начинает разучивать то или иное быстрое произведение в темпе гораздо более медленном, чем указано автором. Медленный темп дает музыканту возможность контролировать каждый звук, и это нормально. Но в дальнейшей работе темп все более убыстряется, если мы говорим о быстром произведении. Однако мышление по инерции может продолжать пытаться оперировать теми же звуковыми образами, то есть образами каждого звука, как в медленном темпе.
Такое положение вещей приводит к невозможности быстрой переработки информации и изменению этого образа. Дело в технике мышления, как вы поняли. Необходимо ориентироваться на мышление сразу группами, частями, пластами звуков, предполагая темп заранее. И еще сложный момент. Не знаю, как по-другому его объяснить, но важно определить опорный звук в каждом из таких пластов, блоков, музыкальных фраз, музыкальных предложений и мысленно объединить эти звуки с метрической пульсацией и группами соответствующих им исполнительских движений. Так будет просто легче запоминать. Возможно, это и есть ступень к зацементированности результатов вашей работы. Третий этап – формирование готовности концертной программы. Отмечу сразу, что непосильная сложность концертной программы, как правило, влечет за собой наиболее грубые ошибки исполнителя. Но с другой стороны, занижение сложности программы неадекватно требованию роста мастерства. Тем не менее, субъективная сложность связана прежде всего с фактором соответствия либо несоответствия музыкального произведения индивидуальным способностям. При формировании готовности намеченной программы следует учитывать зависимость готовности от трех основных факторов. Это время подготовки, общая профессиональная подготовленность и эффективность вашего индивидуального стиля работы. Итак, недопустимость нехватки времени на подготовку концертной программы очевидна. Поэтому выбирайте программу, исходя из времени, которое вы имеете для работы. С последним же пунктом об эффективности работы связана распространенная среди учеников иллюзия о том, что степень готовности программы прямо пропорциональна количеству затраченного на нее времени. Это вообще не так. В этой связи нередки случаи, когда исполнители повторно включают в репертуар произведения, выученные несколько лет назад. И каков итог? Старые произведения на концерте порою выглядят менее готовыми, чем новые. Это очевидно, но только со временем ученики это начинают осознавать. Анализируя этот факт, дело тут, видимо, в несоответствии между возросшим уровнем общей профессиональной подготовленности и законсервированным уровнем исполнения какого-то старого произведения из вашей старой программы. Вышеизложенное, таким образом, говорит о том, что как недостаток, так и излишек времени, отпущенного на подготовку концертной программы, имеют негативные последствия. Вот такой парадокс. Решение вопроса скорее в определении необходимого лимита времени, что порой также тяжело правильно предугадать. Но и учить вечно – это топить себя, топить свой потенциал развития все глубже и глубже. Говоря о факторе эффективности стиля деятельности, отмечу, что по-настоящему эффективный стиль деятельности, то есть работа над произведением, позволяет вам качественно подготовить его при минимальных затратах времени. Помните об этом, когда разучиваете произведения годами. Возможно, вы что-то делаете не так. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!